Тут не так уж и холодно. Может, снег не настоящий, волшебный? И еще пригодится. Эй, кто тут? Человек. Ой, малый, кажись, я тебя сильно напугал. Прости. Я Санс. Скелет Санс. Фриск. Человек Фриск. Вижу. Простите за крик, я никогда не видел монстра так близко. Все в порядке. Красный плащ, значит последняя душа, которая нам нужна. Вы же не убьете меня? Ха-ха, боже, ты уже 7-й, кто так нам говорит. Нет, не беспокойся. Я имел в виду, что ты поможешь разрушить барьер, который не пускает нас. Тебе нужно в королевство, но знаешь, уже вечер, мы можем отыскать моего брата. Он поможет найти тебе ночлег и покажет наш Сноуден. Хорошо? Монстры вообще хорошо ставились к людям, но после войны и как королева с королем чуть не потеряли своего родного сына, принца Азриэля, большая часть монстров перестала верить в доброту людей. Даже король Асгор хотел ввести закон, что каждого человека, который сюда попадет, должны убить, но королева все же убедила его не делать этого. Да и ситуация немного улучшилась. Упавшие сюда люди оказались не такими уж и плохими. Но вот глава королевской стражи Андайн все еще не доверяет им. Хотя я могу ее понять. Под милой улыбкой может скрываться хладнокровный убийца. Поэтому, чтобы человек по дороге до замка случайно кого-то не убил, она дала задание моему брату, Папайрусу, посматривать за людьми. Если человек на кого-то нападет, его тут же задержат. Кстати, а вот и мой брат. Он очень крутой, вы подружитесь. Чё как, Папайрус? Привет, Санс. Я тут почти закончил афиши развешивать у призрачных братьев Кон. Стой, человек. Да, и у меня есть к тебе просьба. Я, конечно, не думаю, что эта дитятка на кого-то нападет, но присмотри за ним, ладно, и проведи его до конца Сноудена, думаю, дальше он сам. Подожди, а как же? Прости, малый, работа ждет. Но не волнуйся, мы все равно когда-нибудь увидимся. Пока. Что ж, мое имя ты уже знаешь, а как тебя звать? Фриск. Рад знакомству. Но мы можем продолжить путь? Конечно. Слушай, Папайрус, а вот король и королева, они ведь добрые, правда? Еще спрашиваешь. Они очень хорошие. Королева Тариэль потребовала выделить комнату для упавших сюда людей. Они всегда стараются дать надежду монстрам. Да и принц Азриэль помогает своим родителям. Вот только история у них грустная. Они как-то чуть не потеряли своего сына. Но давай не о грустном. Просто знай, народ тут добрый и поддержит тебя. Они надеются на то, что люди ответят им тем же. Они надеются на меня. Слова моего нового друга наполняют меня решимостью. Мы пришли. Так, сейчас быстро постараюсь объяснить. Вот тут магазинчик, рядом с ним отель. Чуть дальше паб у Грилби. Дальше будет распутье. Если повернешь, то увидишь дома жителей городка. Ну а в конце будет библиотека и дом, где я живу. Сноуден городок небольшой, так что не потеряешься. Папайрус, подойди сюда. Опять документы? Да. Это надолго. Можешь подождать меня тут, я постараюсь быстро с этим разобраться. Не волнуйся, я тут прогуляюсь, может, познакомлюсь с другими монстрами. Хорошо тогда. Хей. Ты ведь человек, да? Это правда? Да-да, так и есть. Ух ты, здорово! А как зовут тебя? Фриск. А я монстренок. Я так рад, что ты пришел к нам в Сноуден. И у тебя плащ красный. Значит, ты последний человек, который нам нужен. Получается. Надо срочно рассказать это маме. Она мне сразу не поверит. У Грилби прекрасное заведение. Там всегда можно заказать выпивку.
О, мне кажется, ты еще малова для такого. Не беспокойся, малыш, Грилби еще продает чизбургеры и чипсы. Папайрус очень хороший. Он помогает Королевской гвардии и выполняет разные поручения. То починит что-то, то воришку поможет остановить. Да и брат его, Санс, тоже неплох. Он самый смешной комик, поверь мне. Я не помню, как они сюда переехали, но я рада, что они у нас поселились. Ох, у Папайруса была мечта попасть в Королевскую гвардию. Он каждый день тренировался. Учил его, конечно же, Санс. Папайрус очень хотел, чтобы его тренировала Андайн, глава Королевской стражи, но он не знал, как сделать так, чтобы она заметила его. А у нас в подземелье живет один проказник, Блэклоуд. Тот еще хулиган. Однажды, когда Андайн проверяла обстановку в городах, он умудрился вырвать у нее кулон. Говорят, этот кулон был ей очень дорог. Но Папайрус остановил проказника, и Андайн решила обучать скелеты разным штукам в бою. Вот как-то так. Тихо, не кричи. Что ты тут делаешь? Ты же говорила. Ну, пока не видит, можно. Во-первых, держи булку. Спасибо, не надо. Нет, надо. С помощью еды ты можешь пополнять себе здоровье, когда будешь с кем-то биться. Во-вторых, держи мешочек. Тут 50 золотых. Купи себе еще чего-нибудь. И в-третьих, я пришла сюда, чтобы рассказать тебе, как добраться до замка. Слушай внимательно. Когда ты выберешься из Сноудена, ты попадешь в Витерфолл. Там все время будет проходить Андайн. Она не очень доверяет людям, поэтому лучше не попадайся ей на глаза. Когда пройдешь Витерфолл, ты попадешь в Хотленд. Если повезет, то ты можешь встретить призрачных братьев, звезд нашего королевства. Дальше ты должен зайти в ядро. Там будут ступени, которые приведут тебя прямо к замку. Понял? Ватерфолл, Хотленд, ядро, ступени, замок. Верно. И еще. Каждый раз, когда ты будешь наполняться решимостью, ты будешь создавать свою точку сохранения. Тогда, если ты умрешь, то ты вернешься на то место, где сохранился. Если же ты хочешь срочно сохраниться, тогда просто тихонько попроси меня. Если честно, я не очень понял, но раз так, тогда можешь, сохранить меня. Конечно. Готово. Файл сохранен. И все? Да. Это шутка? Мне кажется, ты меня обманываешь. Я могу тебе доказать, что не вру. Давай. Готово. Файл сохранен. Теперь убедился. Не подходи ко мне. Блин, прости, я и вправду не хотела так делать, но по-другому бы не получилось тебе объяснить. Кстати, только я буду знать, когда ты сохранился. Другие не заметят того, что ты умирал или появлялся еще раз. Поэтому не удивляйся, если они будут повторять свои слова. Что ж, я, наверное, пойду, а ты иди к Папайрусу, он тебя, наверное, ищет. Вот ты где? Тебе тут нравится? Очень. Мы сейчас идем искать ночлег. Да. Я спрошу у других жителей, можно ли тебе заночевать у них. Простите, у нас нету места, где бы он мог заночевать. Нет, в нашем доме не будет спать человеческое дитя. Но, пап, Нет, я все сказал. Извините, не думаю, что тут найдется место для него. Советую пойти в отель. Неужели все номера заняты? К сожалению. Тогда остается только один вариант. Добро пожаловать в мой дом. Заходи, не стесняйся, будешь ночевать у нас. Слушай, а твой брат не будет против? Не знаю, но я попробую уговорить его. А боже, уже 8 часов вечера. Это может означать только одно. Добрый вечер, дамы и господа. Вы смотрите вечерние комики. Встречайте, сногсшибательный Санс. Мой брат выступает сегодня в этом шоу. Ух ты! Привет, как же я за вами соскучился. Санс такой общительный перед зрителями. И перед братом. Он вообще не волнуется, но...
Почему он меня боится? Папайрус, прости меня, конечно, за такой вопрос, но все же, почему Санс так побаивается меня? Что произошло? Ты и вправду хочешь знать? Я хочу понять его. Что ж, тогда слушай. Это произошло во время войны. Мне тогда было 8, Сансу 15. Мой брат видел своими глазами, как люди убили нашу маму. Из-за этого он стал ненавидеть их. Ему становилось плохо, когда во время разговора кто-то упоминал людей. После того, как нас запечатали в этой горе, монстры начали исследовать пещеру и пытались сделать из нее место, где можно было жить. Примерно год мы потратили на это. Когда было все построено, нашего отца назначили главным ученым в королевской лаборатории. Папа много чего хорошего сделал для монстров: плащи, современные технологии, разные лекарства. Но он не мог смириться со смертью мамы, и он редко когда сидел с нами. Он все больше и больше углублялся в какие-то бумаги и не обращал на нас внимания. И каждый раз, когда я пытался с ним поговорить, он просил меня не мешать ему. Так продолжалось еще 3 месяца. Мой брат не выдержал, поругался с папой и сбежал из дома, захватив меня с собой. Мы тогда жили в Хотленде. Санс решил перебраться в Сноуден, подальше от лаборатории. Первое время он вообще ни с кем не разговаривал, даже со мной. Я понимал, что если ничего с этим не сделать, он погубит себя. Я старался сделать все, чтобы Санс чувствовал себя отлично. И знаешь, это помогло. Санс стал более открытым к остальным, нашел работу, завел друзей. Я рад, что мой брат не превратился в какого-то психопата. Наверное, это мой главный страх, что он когда-нибудь сойдет с ума, и я даже не знаю, что будет. Папайрус, прости, я не хотел тебя огорчать. Я считаю, что ты герой. Ты смог вылечить раны на душе своего брата, и он может гордиться тобой. Спасибо. И последний штрих – это зефирка. Зефирка? Санс обожает зефир. Бро, я дома. Привет. О, привет, Фриск. Решил навестить брата. Кстати, вы нашли ночлег? Понимаешь, Санс, мы не нашли ночлег, поэтому я решил, что он у нас заночует. Ой, я даже не знаю. Ну, Санс, ну пожалуйста. У меня в комнате не убрано. А он в гостинице заночует. А кормить чем будем? Санс, говоришь, как будто мы родителями стали. Это всего лишь на 1 ночь. Хорошо, пусть остается. Я потом принесу подушки и все такое. Фриск, ну чего ты стоишь? Присаживайся. Папайрус отлично готовит блины, попробуй.